Сейчас веселым представлением я вас, товарищи, займу. Мои излишние объяснения смекнете сами, что к чему. Потому что с цивилизационной точки зрения, да, у нас единая история. Мы должны обращать внимание на то, что, да, у нас есть разные страницы, но это определенная целостность. Мы не должны отвергать ни один исторический период. Во-первых, Новый год – праздник новый, совсем новый. Его ввел Петр I. Петр I тоже личность та еще. Его в Голландии заразили сифилисом, мозг разжижился, приехал в Россию, возненавидел ее, уничтожил 1/3 населения, между прочим. Иосиф Виссарионович Сталин по сравнению с Петром I мелкий хулиган в подворотне с рогаткой. Он прорубил окно в Европу, оттуда полезли торгаши. Это еще неизвестно, хорошее ли дело было сделано, но он ввел Новый год. Начать нужно с довольно давних времен. Есть в мире силы, которые очень активно и очень настойчиво хотят сделать на юге Украины новое государственное образование, восстановить древнюю Хазарию. Силы эти достаточно влиятельные и, в общем, достаточно успешные до какого-то момента действовали в этом направлении. Нужно было решить вопрос с землей, и решить вопрос с православием, потому что те силы, которые хотят в Хазарию, они, безусловно, не православные. Это имеет свое начало со времен Великого Шелкового пути, когда хазары во время остановки каравана совершали налет, перерезали горло спящих и забирали одежду, товары и всю информацию, которую могли собрать о тех людях. В дальнейшем хазары выдавали себя за убитых. Они забирали себе личности этих людей, брали их слуг, узнавали как можно больше информации о хозяевах, а дальше расправлялись с ними. И все это происходило столетиями. Українців збентежила погана прикмета. Голубів миру, яких Папа Римський випустив за мир в Україні, атакували інші птахи. Вчора весь світ стежив за тим, як двоє дітей разом із Папою Франциском символічно випустили 2 голубів, щоб зупинити насилля в Україні. А сьогодні інтернет підірвали кадри одного з фотографів, який зафіксував, щойно мирні птахи пурхнули з вікна понтифіка, як на них напали і намагалися встромити кігті. Спочатку чайка, а опісля крук. Цей прикрий інцидент коментують весь день. Зрештою, стало відомо, що обскубані голуби таки вирвалися, втративши трохи пір'я. Конфликт на Украине является мировой войной и не завершится в ближайшее время. Такую точку зрения высказал Папа Римский в интервью испанской газете ABC. Понтифик посетовал, что его призывы к миру на Украине, с которыми он не устает выступать, не слышат. Ватикан правит планетой. А вы знаете, кто Гитлера привел к власти? 27 крупнейших корпораций мира во главе с Ватиканом. Решить вопрос с православием, потому что те силы, которые хотят в Хазарию, они, безусловно, не православные. И вот мы видим достаточно активную работу по ликвидации православия на территории Украины, очень активная. Продолжается линия на ликвидацию православия. Это на территории Украины. Это не просто так. Это означает, что соответствующая работа ведется. И какое-то продолжение этого плана существует. Ну, как сказал бы Андрей Девятов, речь идет о плане Соломона. И соответственно, на сегодня действия России приостановили план Соломона. Еще раз, утверждать о том, что он сломан окончательно, пока сегодня нельзя. Папе захотелось свежей славянской кровушки, чтобы обновить одряхлевший организм Римо-католической церкви. Владимир Владимирович, к сожалению, вот это выражение «захотелось свежей славянской кровушки» – это не только такое иносказательное выражение. Мы должны понимать, что та кровь, реальная кровь, которая сейчас льется на территории Украины и на территории России, потому что эти территории уже вошли в состав России, это кровь – прямой результат деятельности Римского престола, потому что раскол русской нации, приведший к этому явлению украинства, был запущен и все время пестовался и подстрекался именно папами римскими.
Так что за эту кровь отвечают в первую очередь они. На них эта кровь в первую очередь, на вот этом благостном старце. На том самом благостном старце, который повелевает поклоняться Пачамаме, который носит крест радужного цвета, Да. и который говорит, кто я такой, чтобы осуждать гомосексуалистов. За эту кровь во многом в ответе Папа Римский и католицизм как таковой. Какая роль в описанных процессах Ватикана? Какие его интересы? Мы находимся в стадии сделки. Вот этого никто не хочет сказать, но идет сделка. Сделка началась, когда были в Мариуполе заложниками сотни гражданских людей. Это забыли, да? В подвалах Мариуполя, завода «Азот» были сотни гражданских людей. Тогда началась сделка, что они выпускают гражданских людей, и за это им предоставляют свободу. И если они не считали, что они, вот этот Азов, военнопленные. Почему? Потому что они не поднимали рук, потому что они не сдавали оружие, оружие не передавали своим командирам, они дальше проходили, и дальше их считал Красный Крест, это Папа Римский, его организация. Их всех посчитали, там 1438 или там что-то в этом духе. И после этого, значит, их должны были передать на ту сторону. А мы эту самую сделку тормознули и сказали, сейчас мы будем проводить следственные действия. Вот. И это все было до Самарканда. В Самарканде было принято определенные решения по сделке. Ну, хотите, как хотите, называйте это, понимаете. Но видно, то, что предложили нам, было достаточно существенным. Потому что в один день не может быть одновременно и обмен, и референдум о признании территорий, решение об этом, и мобилизация. Они принимаются одновременно в одном месте. Значит, это комплексное решение. Дальше в этой сделке участвует Эрдоган, руководитель ОАЕ, мы и Ватикан. Потому что если бы Ватикан не участвовал в этой сделке, то этих освобожденных бы не было в этом решении, в увязке со всем этим всем. Это ватиканские ребята, это он их финансировал, это он их готовил. Украина не участник этой сделки. Совершенно понятно, что на Украине Россия противостоит коллективному Западу, что США контролируют Украину, рассматривают ее в качестве инструмента реализации своих геополитических интересов. Поставки ВСУ западных вооружений ведут не к завершению конфликта, а к его эскалации. Все это прекрасно понимают. Зеленский и его кураторы постоянно повторяют, что киевский режим будет воевать до победного конца. Это демонстрирует жестокость войны. Поэтому важно, чтобы НАТО, а также союзники и партнеры НАТО продолжали оказывать поддержку Украине. С 2015 года Великобритания подготовила более 22 тысяч украинских военнослужащих в рамках морской учебной инициативы и операции «Орбиталь». Операция учреждена еще в 2015 году, и с 2017 по 2020 год МИД и Министерство международного развития, позднее они объединились, значит, вот они курировали эту операцию. В 2011 году в Лондоне говорили об Украине как об оружии против Российской Федерации. Например, вот есть такая статья Коулза, которая называется «How Britain fueled Ukraine's war machine and invited direct conflict with Russia». Как Британия накручивала, сказать, фьюэл, ну это, сказать, топливом, подкидывала топливо в украинскую в военную машину и способствовала конфликту. Сейчас, вы знаете, Британия отправляет оружие, и
Собственно, когда мы говорили несколько лет назад об Украине, я говорил о том, что на Украине на самом деле очень активно действуют именно британцы, хотя Украина, американцы на первом плане, но активнее работают британцы. Это классика жанра. Это их такая визитная карточка. Всегда лицемерие было частью уж внешней политики Англии, если мы берем исторический период, или Британии на современном этапе. Это было всегда им присуще. В заявлениях одно, а в реальности другое. Поэтому лицемерие, как оно есть, оно всегда было присуще британской политической элите. В 1701 году не кто-нибудь, а руководитель английской разведки, мы его знаем как автор Робинзона Круза Даниэля Дефо, написал в поэме «Чистопородний англичанин»: «При чем тут рыцари? Их нет у англичан. Бесстыдством, золотом тут куплен перов сан». Еще раз, не диссидент, не оппозиционер, не демократ какой-нибудь. Это глава английской разведки. Еще в самом начале СВО на территории Украины был создан центральный хаб по поставкам вооружений со всего мира, и организатором была Великобритания. Место было Жешув. Сначала они отправляли это в Борисполь и Львов, затем после разгрузки в Пшемысль, 93 километра от Львова, ну и так далее. Британцы явно причастны к взрывам Крымского моста и Северного потока. Кстати, за обучение укров и взрывы отвечали одни и те же люди. Это советник, это уже не секрет, советник генсека НАТО Крис Доннелли, сотрудник Ми-6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудриус Буткевичус. Литва, действительно, вы правы, делали на Украине цифровизацию земель, кстати, всю, вот, потому что выход их-то был по старым шаблонам, а по европейским мирам делала Литва. Она описывала ихние вот эти... Да-да. Смотрите, да? Если бы я был конспиролог, я бы сказал так, что, соответственно, всякого рода хитрые евреи, которые стоят за идеей восстановления Хазарии, обратились к караимской общине Литвы. Да, вы правы. Чтобы эта караимская община и делала цифровизацию земли Украины под их задачи, но при этом, чтобы это было прикрыто авторитетом правительства Литвы, которое вроде бы к евреям никакого отношения не имеет, потому что они в 1941-1942 годах всех своих евреев физически истребили. У Великобритании преобладающая доля участия в общем объеме оказания помощи Украине странами НАТО. Редакция Underside сообщила о причастности Кристофера Найджела Доннелли. Он выпускник Манчестерского университета, специалист русистика. И над планом взрыва Крымского моста работала целая британская команда. Например, офицер Хью Уорд разработал всю схему, дорожную карту, затем Доннелли советовался с Буткевичусом, как это все сделать. Ну и, в общем, вот все это было, так сказать, проделано. Вот сейчас Доннелли в Литве, он советник министра иностранных дел Литвы, принимал участие в открытии Центра исследования развития демократии именно имени Андрея Сахарова в университете Витовта Великого. Гедемин, да, Караимов переселил под Тракай. Да, что вот, значит, Гедемин в каком-то там 16 веке или в 15 переселил довольно большую караимскую общину, которую бы иначе бы вырезали, к чертовой матери, под Тракай, который тогда был его столицей. Ну, даже не столицей, скорее таким вот столичным замком. Там же не было города, там была вот такая база была главная. Вот. И они там, собственно, живут формально до сих пор. Помянуть цитату, например, министра обороны Латвии, и я зачитаю ее вам. Он говорит: если бы Германия дала Украине пропорционально тому, что мы дали, эта война закончилась бы. Что будет делать Евросоюз, я себе даже представить не могу. Ну, потому что там полная катастрофа. Вообще. Вот. И самое главное, полное отсутствие не то, что людей, которые могут разрулить. Там даже нет людей, которые понимают, что происходит. То есть у них до сих пор иллюзия, что у них все хорошо. Ну да, какие-то там небольшие проблемы с инфляцией. Сейчас вот ставку поднимем, инфляция опустится.
Да, немножко там обанкротилось какое-то количество компаний реального сектора. Ну да ладно, уровень жизни населения сильно не упал, население довольно и счастливо, все будет хорошо. Я думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже добились успеха, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее, потому что сейчас активизируются союзники. Так, Германия только что поставила новейшие современные системы ПВО. Да, так. Объединение Германии, оно произошло, что условием объединения Германии было не распространение НАТО на восток. И когда этот процесс пошел, по-моему, Гельмут Коль тогда возглавлял Германию, да? Он должен был сказать всем, что это самое... Что же вы делаете? Это же условие по объединению Германии. Если это условие будет нарушено, то Германия может обратно быть разделена. Но он этого не сказал. Вот. А дальше они вошли во вкус. Они решили, что, как это в том самом анекдоте, что русских можно обманывать, потому что русские не подписывают договора. А русские действительно не любят подписывать договора. Русские предоставляют возможность дать слово и поверить на слово. Но за неисполнение русские всегда убивают. Вот это начало доходить. Вот. Меркель обманула Януковича. Но она не просто обманула, она обманула в том, что она дала ему гарантии, и тогда Владимир Владимирович настоял на том, чтобы Янукович не применял силу. И фактически она тоже обманула Владимира Владимировича. Она обманула Владимира Владимировича с Минскими соглашениями, дав гарантии, что можно подписывать что угодно, и эти соглашения потом можно не исполнять. Когда они вошли во вкус, они решили, что можно обманывать англичан, что можно нагнуть англичан. И вот это вот, такая, знаете, вот такая немецкая спесь. Есть английская спесь, есть немецкая. Вот. Английская тоже, наверное, из Германии пришла. Вот. И они же нагнули Англию на 100 миллионов, на 100 миллиардов. Они заставили Великобританию подписаться под то, что она выплатит Германии, ну, Евросоюзу 100 миллиардов. А вы же помните, как это происходило? Джонсон сказал, неважно, подписываем, все что угодно подписываем. Когда они уже поняли, что их хотят обмануть, они тут начали соображать. Важно, что они не понимают, что происходит. У них нет образа будущего. Они не понимают, как из этого самого кризиса им выходить. Они даже не поняли, что против них ведет войну Великобритания. Они находятся в каком-то вот абсолютном растерянном чувстве. Они про немцев. И они приехали сюда попытаться, может быть, вернемся к старому. Но им было сказано, что по-старому уже не будет. Кто такие германцы, германские народы? Кто, откуда они взялись? Там 1/3 славяне. А кто же еще? Палапские славяне. Так хорошо, а язык? Река Неман в начале 19 века, которые переходили войска Наполеона, на некоторых картах так называется река Русь. Русь, да. Пруссия. Кто-то. Вот я и говорю, то есть они поверили в то, что они the раса, то есть над всеми. На встрече министров обороны стран НАТО на прошлой неделе США и еще несколько союзников объявили о выделении Украине новых систем и большого количества боеприпасов и материалов для существующих систем. И это имеет значение. Украинцы уже сейчас способны сбить множество ракет и беспилотников.
Они же начали уже прямым текстом обличать сами себя, рассказывая о нежелании и ненамерении выполнять Минские договоренности. Они обличают себя, говоря о том, что накачивали, укрепляя как бы Украину ее вооружениями, что они просто тянули время. Они обличают себя, раскручивая темы якобы, так сказать, зверств в Буче, Мариуполе и так далее. При этом очевидно всему миру, что за этим стоят постановочные сценарии. Таких примеров очень много. Вот из объединенного урана, значит, эти бомбы, ну, так называемые грязные бомбы. Ну, на территории Запорожской атомной станции МАГАТЭ объявила, найдено 40 тонн плутония. Плутон не надо, плутония с ним не надо ничего больше делать. Не надо ничего, да. Сразу делай. Все готово. Ведь ради чего, собственно говоря, наша колонна прорывалась к Гостомелю? Гостомелю, да, именно. Там МРИ стояла. Буча, знаете почему? А в МРИ что-то лежало? Не что-то, а конкретно лежало. А Буча же в 5 километрах от Гостомеля. А это было месть за то, что не смогли это удержать. И потом они устроили вот эту провокацию и геноцид. Устроили они геноцид, и, конечно, надо было свалить это все на Россию. Ведь это все задокументировано. Если когда-либо это дело дойдет до международного суда, их не волнует. Они же, суд же их, и ООН их, и законы они сами там хотят принимают, хотят там отменяют. Вы предупредили о серьезных последствиях, таких как... Мы никогда не будем называть подробности того, как именно мы будем реагировать. Отчасти потому, что это будет сильно зависеть от вида атаки, обстоятельств, контекста, но также и потому, что мы никогда не дадим потенциальному противнику привилегию знать, как именно мы будем реагировать. Они знают, что это будет иметь серьезные последствия, и мы повторяли это сообщение несколько раз за последние недели. Но все ли 30 союзников по НАТО согласны с тем, каким будет ответ? Все союзники по НАТО согласны с серьезностью любого применения ядерного оружия. И об этом недвусмысленно говорил я и многие другие союзники по НАТО. Кроме того, я думаю, нам нужно различать применение оружия массового уничтожения или ядерного оружия в Украине и любое нападение на союзника по НАТО. Нападение на союзника по НАТО, конечно же, приведет к применению статьи 5 о коллективной обороне. Чтобы не было места для недопонимания в Москве по этому поводу, мы увеличили наше военное присутствие в восточной части Альянса, повысили готовность наших сил, чтобы убедиться, что нападение на союзника по НАТО, безусловно, вызовет ответную реакцию всего Альянса. Это в основном то же самое, что НАТО делало на протяжении более 70 лет, когда сталкивалось с ядерной угрозой или вызовом со стороны Советского Союза. Давайте посмотрим на ситуацию на Украине и вокруг Украины в более широком мировом контексте с точки зрения той роли, которую отводит Украине коллективный Запад в своих разнообразных играх. Первое – это борьба с Россией. Второе – противостояние с Китаем. И третье – это в плане развязывания войны на Ближнем Востоке. Повторяю, далеко не все группы на Западе готовы развязать войну на Ближнем Востоке, но довольно многие в этом заинтересованы. На Ближнем Востоке в этом заинтересованы также Саудовская Аравия и Израиль по целому ряду причин. И вот эти три вектора, они сходятся на Украине. Все три плана объединяются в один. Это глобальный геоэкономический и геополитический передел активов в ходе мирового экономического кризиса. Уже очевидно, что в рамках украинской стратегии Лондона подобный, как они считают, сопутствующий ущерб рассматривается в качестве приемлемой платы за лозунги о неких общих ценностях. Потому что ситуация на Украине – это результат их вмешательства в дела этой страны. Подрыв конституционного строя, бесконечные госперевороты, так сказать, развращение коррупционное украинской элиты, да и просто внедрение своих людей в, так сказать, украинский так называемый политический бомонд. Поэтому это не связано ни с какими провозглашенными ценностями, международным правом. Это как раз удар по международному праву и ценностям. Поэтому этим прикрываться не стоит.
сосредоточена на том, чтобы Украина выиграла войну, и поэтому мы фокусируемся на поддержке Украины. Я лично поддерживаю принятые нами решения, которые заключаются в том, что двери НАТО остаются открытыми, что Украина однажды станет членом Альянса. В краткосрочной перспективе приоритетом сейчас является оказание поддержки Украине, чтобы дать ей возможность добиться больших успехов на поле боя, а затем обеспечить окончание войны таким образом, чтобы Украина оставалась государством в Европе. Вначале была сделана работа, которая фактически сделала владение землей на территории Украины нерентабельным для владельцев. Принятие евросоюзовских норм фактически запретило вначале продажу частную продукции со своей земли, поскольку невозможно доказать, что она соответствует стандартам, а доказательство соответствия стандартов требует вложения довольно больших денег, которых на Украине ни у кого нет в силу предыдущего разорения. Все. И эта земля уже фактически принадлежит в большинстве своем по западным нормам, не по российским, обращаю ваше внимание, и, может быть, даже не по украинским, если подходить к этому со всей строгостью закона, тем самым лицам, которые, в общем, уже готовы на этой территории делать вот эту самую хазарю. И в этот момент начинается специальная военная операция, которая фактически приостановила план создания новой Хазарии, но мы пока не можем с уверенностью сказать, что этот план остановлен. Игроки на украинском поле – Ротшильды и Рокфеллеры. Ротшильды вошли на Украину сразу же, как только Украина оказалась в 1991 году свободной от Советского Союза. Группа Ротшильдов зашла в 1991-1995 годах, и туда же зашла МиГ-6, которая чувствовала себя вольготно. Вообще нужно сказать, что вольготно на Украине чувствовали себя все западные спецслужбы, поэтому некоторые эксперты называют Украину песочницей для игр спецслужб. ЦРУ имеет совершенно у них выделенный этаж. СБУ – это филиал ФБР и филиал ЦРУ. Они активно там работали. Главным партнером Ротшильдов сходу стал Фирташ. А его партнером со стороны Ротшильдов Роберт Шетлер Джонс. Именно его эксперты называют инициатором газовых войн между Украиной и Россией. Именно он стравливал Украину и Россию по поводу газа. Группа Ротшильдов, внимание, активна на востоке Украины. Это та зона, которую они стараются прибрать к рукам. Там действует, и особенно Днепропетровский регион, там действует банк Ротшильд Европа и их Royal Dutch Shell. То есть интересы Ротшильдов наиболее активно вступают в противоречие с интересами России. Израиль агрессивно поддерживал Украину. Если вы почитаете форумы всей интеллигентской еврейской общественности, которая из России приехала на русском языке, то там такая русофобия, что просто ни в сказке сказать, ни вслух произнести. И бешеная поддержка украинцев. Попытка намекнуть им, что ребята вообще они под свастикой выступают, может, это как-то нехорошо, кончается тем, что те, кто это говорит, значит, забивают и выгоняют. Но судя по тому, что министр обороны Израиля сказал, что военной поддержки киевскому режиму не будет, что-то там у них торкнуло. Следующий игрок – Израиль на Украине. Он представлен на Украине практически всеми спецслужбами. Моссад, в том числе управление Камимиют. Это есть такое управление в Моссаде, которое занимается физическим устранением противников Моссада. Ну, например, именно это управление Камимиют, что означает на иврите суверенитет, вот это они убивали иранских ядерщиков. Действует очень эффективно, как вообще Моссад. Дальше Аман, военная разведка, которая подчиняется премьер-министру. Шабак, служба общей безопасности. Шинбет, Натив. Вот они все активно присутствуют на Украине. Нынешний посол Израиля на Украине – это Рувен Динель, это экс-резидент Моссад в странах СНГ, который был выдворен из Москвы. Но вот на Украине его приняли в качестве посла. Ну а Влад Лернер из Натива – это первый секретарь посольства Израиля. В этом отношении, конечно, нужно отдать должное тому, как израильские разведки работают на Украине. И еще одна вещь, которую четко нужно знать – Моссад
Моссад действует в тесном контакте с ЦРУ и с Ми-6. То есть это единый, сказать, такой вот Горыныч разведок, который решает свои задачи. Я думаю, что если Турция возьмет Кипр, то тут Израиль не выживет, потому что без американских денег он не выживет. Американцы больше денег не дадут. То, что Израиль спасли в 2016 году, это была, так сказать, личная инициатива Трампа. Это вовсе не есть некоторый республиканский фетиш. Поэтому, поскольку большая часть еврейского лобби – это финансисты, которых списали, то я думаю, что очень велика вероятность, что Израиль ликвидирует. Какая-то часть его населения убежит к нам, да. Какая-то часть убежит в США, если пустят. Что не очевидно. Может, кто-нибудь захочет убежать в Англию, но это смешно. Убежать им надо уже сейчас, пока как бы евреям в Германии в 30-е годы тоже объясняли, что надо бежать. Они все очухались только в 1938 году. Это было подготовлено для того, чтобы вот эти несколько горячих точек появилось. И это, ну, всегда англосаксонские, так сказать, планы. Не турки? Нет, турки, а чью игру играют турки? И французы, вы помните активность Саркози, да? Да. До того, да. Еще тогда. Еще до начала всех этих событий, да? Вот эти карабахские события. Армению всегда поддерживали Франция и Ватикан. Ну, и США. США в основном диаспора. США будут поддерживать там, где им в нужный момент и, значит, выгодно. А тут Франция и Ватикан. А почему Ватикан? Ну, Ватикан считали, значит, Григорианскую церковь своим орденом. Да. Это же монофизиты, Григорианская церковь. Я не касаюсь в данный момент там их вероисповедания, чисто административно, да, как они рассматривали. Есть книга, выпущенная в 1580 году, тогда только печатное дело началось, да, в Париже выпущена эта книга, «Ордена Ватикана». И там, значит, написано, что Григорианская церковь, армяне, это орден. Не знал. Что армяне, значит, это орден. И для меня это было просто откровение и как бы их взаимодействие, взаимосвязь с католической церковью. А у них же это устроено таким образом, что они не только наместник Бога на земле, но это как бы и президент президентов. Это самая могучая власть и поддержанная как бы, ну, государства Италия и Франция полностью, так сказать, проводят политику Ватикана. И на территории Европы, и за пределами Европы, по всему миру. И вот противостояние Армении и Азербайджана – это противостояние англосаксов с Францией, с Ватиканом. То есть англосаксы – это Турция-Азербайджан? Да. Да. Длинная рука. И вот этот Зангезурский коридор, который хотели сейчас открыть через Карабах и Нахчеван, против пошли кто? Иранцы. Иранцы, безусловно. А Иран и Ватикан давно в связке, в одной связке. Это известно, это не сегодня началось. Да? Там же протестанты, шииты, да? В свое время они образовались для того, чтобы остановить движение суннитов, которые шли на Европу, уже до Вены дошли. Да? И вот это как бы дипломатия, политика Ватикана. И вот с того времени, значит, персидские, значит, народы Персии, да, и вот эта шиитская активность, то есть это протестантская, его остановила, потому что у них были серьезные столкновения. То есть баланс всегда вот, создавали баланс за счет этого противостояния.
Еще раз, именно западные страны во главе США используют такие ярлыки, как террористическое государство, террористический режим, государство-спонсор терроризма для обозначения неугодных соперников с целью легитимизации вводимых против них односторонних принудительных мер, идущих вразрез с принципов суверенного равенства. Я хотела бы подчеркнуть, что терроризм как общеуголовное преступление влечет индивидуальную уголовную ответственность. Следовательно, только конкретные физические лица, а никак не государства, причастные к терроризму, вот эти физические лица, могут быть субъектами данного преступления и подлежать преследованию в соответствии с уголовным правом. 40 лет, значит, санкции против Ирана. И что? И живет. И живет. Кто помогает в Европе им? Ватикан. Италия, Ватикан и Франция. Кто торговали, когда был запрет вывоза нефти? Франция точно. И Италия. И даже создали специальную платежную систему не так давно, которая... Не менее 12 миллионов тонн в год забирала компания Берлускони. У них же основной бизнес – это порты и как бы нефтеперерабатывающие заводы. Откуда? Из Ирана. У них же хорошая тяжелая нефть в том числе. Да. Вот. И случайно ничего не бывает. То есть это заложена основа аж сколько? Несколько столетий назад. Несколько столетий назад, да? А глава у вас будет человек высшего уровня. Естественно, вы будете беззаветно преданы Ватикану под угрозой потери, вернее, проклятия вашей души бессмертной, и будете служить Папе Римскому, которому до начала XX века было принято целовать туфлю. И об этом не стоит забывать. Ватикан интерпретирует события в Украине в соответствии с теорией справедливой войны. Концепция справедливой войны зародилась в текстах главных теологов католической церкви святого Августина и Фомы Аквинского. Ее интерпретация менялась на протяжении веков и служила оправданием войн, которые не имеют ничего общего с любовью. Вот почему в наши дни церковный катехизис чуть более точен в этом вопросе и перечисляет 4 обязательных условия для справедливой войны. Вред, причиненный агрессором стране или сообществу стран, является долговременным, серьезным и неоспоримым. Все другие меры, направленные на то, чтобы положить этому конец, оказались нереалистичными или неэффективными. Наличие разумных условий для успеха. Применение оружия не влечет за собой еще более серьезного зла и неразберихи, чем зло, подлежащее устранению. Толкование правил остается произвольным. Тем не менее, основываясь на большом количестве доказательств, украинско-российская война, согласно церковной доктрине, бесспорно является справедливой войной, где справедливой стороной является Украина. Ватикан, являясь главной духовной инстанцией всей, как мы до недавнего времени считали, Ватикан до недавнего времени, естественно, правил той частью света, которую мы все дружно считали высшей частью и, по-своему, самой просвещенной частью мира. Вот так вот мы примерно и жили. И за всем этим, так сказать, гниющим фасадом скрывались свои собственные технологии, а во главе угла – Ватикан. Ватикан торгует сведениями, то есть информацией, и деньгами. Каким образом происходит торговля сведениями? Очень просто. Существует многостолетняя традиция. Существует она приблизительно с эпохи Пассавина, соответственно, с века XVI, начиная с великих географических открытий. Где-то, скажем так, рубеж 15-16 веков, грубо говоря. Так вот, начиная с этого времени создаются коллегиумы. Первый был германский коллегиум, потом появились другие коллегиумы, в том числе и польский коллегиум. И там готовят тех, кто в дальнейшем стал проповедником. То есть пошел в ту или иную часть света и стал что делать? Правильно, заниматься миссией, то есть обращением местного населения в католицизм, а параллельно сбором сведений. Насколько эффективна система, отработанная Ватиканом? Во-первых, все армии мира, реально армии мира и разведки взяли пример с Ватикана. Почему? Да потому что просто до XVI века даже регулярная армия была понятием весьма условным. А монахи, просто по идее носили определенную строгую форму одежды, естественно, подчинялись орденским уставам, которые брали свое начало в священных книгах, и таким образом
фактически были, да, армии, тайные армии. И до того, как Ватикан начал эту инициативу, ничего подобного действительно в мире не было. Геополитика Ватикана. Ватикан – страна уникальная. Самая маленькая в мире по площади, она имеет глобальный охват и затрагивает миллиарды людей. Однако этот охват и влияние очень неравномерны. Европа – некогда оплот католицизма, где всего 100 лет назад проживало 65% католиков мира. Хотя число католиков в Европе увеличилось с почти 190 миллионов в 1910 году до почти 260 миллионов в 2010, на Старый Свет сейчас приходится лишь 24% всех последователей католицизма. За последнее столетие число католиков утроилось, но сейчас мировым оплотом католицизма является Латинская Америка, на долю которой приходится 40%. Значительный рост также объясняется Азией 12% и Африкой 16%, которые в совокупности превосходят Европу по численности населения. Более того, с точки зрения Петровского престола, перспективы евангелизации на этих континентах исключительны, поскольку в Европе 35% жителей являются католиками, в то время как в Азии и Африке этот показатель достигает лишь 5%. Интересна также разбивка по странам. Европейские страны не занимают лидирующих мест. Италия на 5-м месте, а Польша, Франция и Испания на 8-м, 9-м и 10-м соответственно. В тройке лидеров страны, расположенные за тысячи километров от Ватикана: Бразилия, Мексика и Филиппины. На их долю приходится более 300 миллионов католиков, что составляет около 30% от их общего числа в мире. Кроме того, католицизм распространен в таких государствах, как Демократическая Республика Конго, Колумбия, Аргентина, Перу и Нигерия. Каков же вывод? Для большинства из этих стран война в Европе является отдаленным конфликтом, и многие из них не принимают чью-либо сторону, в том числе важнейшие для Ватикана Бразилия и Мексика. Более того, многие из них по-своему симпатизируют России, но скорее благодаря антипатии к Соединенным Штатам, чем откровенному восхищению самой Россией. При этом вторжение в Украину зачастую рассматривается как необходимый ответ на действия Запада. Значит, Ватикан прагматично приспосабливается к политике государств, где проживает большинство католиков? Возможно, так и есть, хотя не факт, что это сознательный выбор. Франциск назначил много новых кардиналов, большинство из которых уроженцы стран глобального юга. Несмотря на сокращение, итальянцы по-прежнему имеют непропорционально большую долю в коллегии кардиналов, большинство из которых лояльны к России. Одним словом, несмотря на то, что все они являются гражданами Ватикана, у каждого из них есть своя национальность, опыт и мнение, в том числе политические. Все это напрямую влияет на политику Ватикана. Ярчайший пример – сам Папа Франциск. Ассасины производное, есть такое мнение, и как минимум наступившее уже после того, как на Востоке появился орден тамплиеров. Есть мнение, что ассасины – это фактически ответвление вот этого гностического ордена тамплиеров, уже более исламской, чем католическая традиция, но тем не менее ветвь, филиал. Поэтому говорить о том, что ассасины придуманы самостоятельно, абсолютно бессмысленно. Кстати, появились они после жесточайших бесчинств католических воинов католицизма в районе Акки. Акка – это нынешнее название, тогда назывался этот порт Святой Иоанн Акрский. Конкретно там отметился Ричард Львиное Сердце, который из голов людей, живших вокруг, взял и, так сказать, вот навалил пирамиду. Пирамиду просто из голов. Вот, знаете, «Апофеоз войны», наверное, знаменитую картину нашего художника. Так вот, это на самом-то деле сделали христиане, точнее, католики. И тогда как раз за что он заслужил свою кличку «Львиное сердце», если кто-то решил, что это очень сильно от благородства, нет. Тогда мусульмане посмотрели со стен Аки и сказали: да, у этого человека нет сердца, он лев, он не человек, он зверь. Лев не положительное животное, кстати, по Библии тоже. Скимен, опасайтесь льва во тьме рыкающего. Вот, собственно, вся эта история к тому, чтобы сказать, до Ватикана не существовало такой организации, которая действительно с планетарным замахом могла бы иметь некую стратегию единую, цели, образование, одежду, единый кодекс поведения. Это действительно все сделал Ватикан. Все. Что касается Ватикана, то Ватикан продемонстрировал некоторую свою слабость. Потому что, да, у него есть разведка хорошая, еще чего-то, но дальше мы втыкаемся в замечательную фразу.
великого вождя и учителя, папа, а сколько у него дивизий. В условиях острого кризиса в Евросоюзе и полного отсутствия субъектности кто будет наводить порядок? Ватикан? А как? Не говоря уже про то, что основными акторами этих вот беспорядков будут персоны мусульманской ориентации. Вот. И тут как бы уже нет вопросов. То есть они все проиграли свою партию. Лондон проиграл свою партию, и Ватикан проиграл свою партию. Никуда не денешься. И своих потомков со своей страной, при том, что этнически они были кто угодно, потому что еще один очень важный момент. После войны, где-то в XVI веке, туда переселились венецианцы. Это очень хорошо описано у Фурсова. Как бы Венеция и в целом Северная Италия утратила свое значение, когда закрылся Великий Шелковый путь в Индию, потому что Османская империя окрепла, на него села, и, собственно, транзит начал на этом заканчиваться, Кислород потому перегрел. что они захотели иметь деньги настоящие за транзит, а не, так сказать, то, что караван-сараи собирали. А с другой стороны, португальцы пробились в Индию через Индийский океан. Все. Венеция, которая сидела на горле и была владельцем всех финансов Европы, она поняла, что дело швах, надо переселяться. Они начали переселяться в Голландию. Но тут ахнула 30-летняя война, и выяснилось, что в Голландии, в общем-то, Голландия уязвима, могут прийти и сжечь. Ведь испанцы зафиксировали, задача герцога Альба заключалась в истреблении всех голландцев как таковых. Это был геноцид. Даже если голландец переходил в католичество, это его спасало очень слабо. И при этом в Голландии уже были мараны, которые опередили генуэзцев на чуть-чуть. Это иудеи, принявшие христианство, а иногда формально, может быть, криптоиудеи, которые бежали из Испании. И они, в общем, очень хорошо тоже понимали в бизнесе, и в бизнесе были конкурентами. Поэтому Какой замес потрясающий. Да, поэтому, в конце концов, генуэзцы стали переселяться в Англию как на запасную площадку. Неуязвимо от войны по двум причинам. Во-первых, остров. А во-вторых, нищета такая, что нафиг никому не нужно. То есть вообще. Ну, кто будет завоевывать дымящиеся руины? Невозможно. И, с другой стороны, элита, которая выбилась из крестьян, из торговцев, они были люди, мягко выражаясь, простые. Это слово совсем простые. Вот бескультурье было кончено. Я недавно, и это на самом деле наложило свой отпечаток на всю английскую культуру, я недавно уже в зрелом возрасте перечитал «Ромео и Джульетту». Моралистическое произведение. Смысл книги: братва, не стреляйте друг в друга. Группа Ротшильдов активно использует кризис и управляемый мировыми игроками хаос для скупки собственности на Украине, ну также в Центральной Азии, по возможности в Российской Федерации. То есть речь идет об установлении контроля над ресурсными экономиками. И вот это очень важная вещь. Рокфеллеры, их интересы скромнее. Например, корпорация Chevron, которая, так сказать, в зоне Рокфеллеров, ну, фактически Янукович отдал им Ивано-Франковскую область. И трудно сказать, принадлежит это Ивано-Франковская область Украине или это принадлежит корпорации Chevron. А Рокфеллеры в большей степени интересует запад Украины, чем восток. Из украинцев сделали, ну, как бы, питательный планктон под этот план. Можно много рассуждать, да, кто за этим планом стоит. Там Андрей Девятов называет это планом Соломона. Восстановление Хазарии – это, как бы, ну, вы понимаете, когда вы строите какое-то большое государство, вы под него всегда должны подложить какую-то мистическую компоненту. Что мы тут не твари дрожащие, а право имеем. Поскольку хазары там жили, то вроде как бы они право имеют. Вопрос в том, какое отношение имеют там эти люди к хазарам, это вопрос отдельный. Но вот хасиды считают, что они имеют отношение к хазарам. Дело в том, что и вот тут Литва играет очень важную роль. По банальной причине. Дело в том, что да, конечно, в хазарском каганате в верхушке был иудаизм. В верхушке большая часть населения не были иудеями. Это был иудаизм, который пришел не с запада и даже не с юга. Он пришел с юго-востока.
Это, собственно, те евреи, которые после вавилонского пленения жили в Вавилоне и потом двинулись через Кавказ вот на эти вот степи черноморско-каспийские. И фокус состоит в том, что они не жили ни при втором храме, ни при Римской империи. Это то, что называется неталмудический иудаизм. Караимы, которые в неком смысле их прямые потомки именно с точки зрения религиозной, они Талмуд не признавали. Потому что Талмуд – это западная штука. Тут точно так же, как и Каббала и некоторые другие фокусы. По этой причине существует гипотеза, что, собственно, вот любавические хасиды и все направления, вот это, оно появилось именно там, где жили вот эти вот люди, которые пришли оттуда. Но там происходило очень сложное переплетение, потому что из Польши пришли евреи, ашкеназы, которые жили в Германии. Да? То есть там, и которые как раз жили и при Втором храме, и при Римской империи. И там произошло некоторое сложное взаимодействие, с которым надо очень тщательно разбираться. Отметим, что это невероятно сложно, поскольку за это время сочинили целую кучу легенд о динозаврах. И вскрывать эти легенды о динозаврах там, 18 века, 19 очень сложно. Потому что все пишут, как бы, все, кто в этом участвовал, писали в стиле «а мне было божественное откровение», и при этом колоссальное количество документов исчезло. Потому что есть серьезное основание, что одной из задач Холокоста, которую, значит, вот реализовывали, это как раз была задача ликвидировать вот этих вот людей, у которых была альтернативная сакральность. А не получилось. И я не берусь сейчас сказать, насколько они участвуют в этом процессе. То есть они хотят восстановить не Израиль как государственность талмудического иудаизма, а вот именно вот это вот хазарский иудаизм. Не знаю. Но, как вы сами понимаете, всегда за людьми, которые как бы думают о сакральном, всегда стоят какие-то дяди с большими деньгами, у которых ничего личного, чисто бизнес. Вот эти вот люди, которые ничего личного, чисто бизнес, были сильно возмущены тем, что их такие красивые планы, которые уже почти реализовались, ну как, депопуляция на Украине произошла, падение жизненного уровня произошло, землю продавать разрешили, мы уже там много чего скупили, и тут специальные военные операции, приходит Россия. И я сильно подозреваю, что та бешеная русофобия, которая пошла у части израильского населения, связана как раз с тем, что вот эти ребята заплатили денежки. Израильская разведка, что они делают? Под видом поиска евреев или еврейских корней у студентов, они стараются отбирать вообще всех талантливых студентов, перспективных, и отправляют их учиться на Запад. Самый сильный университет – это Центральноевропейский университет Сороса, где обучаются в основном, не в основном, просто только евреи, причем очень хорошо подготовлены, отобраны. Например, на том курсе, где я читал лекции, было 3 ребят из России. Это не Москва, это был Архангельск, Иваново и Питер. Ребята были действительно отобраны по-настоящему сильные. Наше правительство контролируется хазарской мафией. Я говорю вам, она контролирует нас уже десятилетия. Мафия контролирует разведывательные агентства ЦРУ и Ми-6. В интернете очень не любят говорить об этом. Никто не любит говорить о том, что наше правительство не управляет Соединенными Штатами. США управляется организованной криминальной структурой Кабал. Правительство является лишь прослойкой, Пентагон является прослойкой. А эти люди занимаются сексом с детьми, шантажом, подкупом. Это очень низкие люди по своим моральным качествам. И англичанин может отрицать существование ИМИ-5 и ИМИ-6, до последнего времени отрицали, но при этом он обязан с ними сотрудничать. В 965 году князь Святослав
взял город Саркел, и стал он называться Белая Вежа. Теперь этого города не существует, потому что он находится на дне Цимлянского водохранилища. Помните, где Шушкевич, Ельцин и Кравчук совершали сговор? Помните? В Белой Веже. Так. Да, вот это не Беловежская пуща. Да, Беловежское соглашение. Это не просто так, это символическое значение. Причем дата этого соглашения была высчитана каббалистически. Сенатор Либерман заявлял еще летом 1991 года о том, что Советский Союз распадется в декабре. Либерман, он влиятельный член организации известных шляп. Но, однако, есть еще один выгодополучатель. Есть очень интересный информационный вброс по поводу того, что многие видят в Зеленском нового Машеха, нового Мессию. И в некоторых радикальных еврейских кругах говорят о том, что вот он новый Мессия израильский. И на Украине он призван создать новый Израиль, поскольку в старом жить сейчас очень неуютно. Да, проект «Новая Хазария». Таковы факты, тем более страшные и ужасающие. Пропаганда обработала украинских людей, радикализовала их и втянула в оккультные течения. Он повелевает 4 ангелам, которые приготовлены, чтобы умертвить 3-ю часть людей, не делать им вреда. Господь отмечает печатью 144 тысячи из всех колен Израилевых. Идет спасение остатка Израиля. Посреди катастроф Иисус показывает, куда отправляются святые. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали славу Богу. Что вот сейчас происходит на Украине, да? Ну, сейчас-то уже всем понятно, да, что идет план реализации идеи создания Хазарии. Потому что как бы в логике абсолютно понятной. Сначала нужно было украинцев разорить, их разорили. Потом нужно было найти внешнего врага, его нашли. Потом нужно было сделать так, чтобы можно было продавать землю. Для этого убрали коммунистов, ликвидировали всех остальных, и то Порошенко не сумел пробить. Он сумел сделать другую вещь. Он сумел, подписав соглашение с Евросоюзом, они сделали так, что своя земля перестала быть для украинцев интересной. Почему? Потому что на первом этапе им запретили продавать выращенные на своем подворье на рынке, но оно же не соответствует стандартам качества. А следующий этап им запретят есть это самим. Ну как в Норвегии? Вы можете там сажать сады, но яблоко съесть со своей яблони вы не можете. Почему? Потому что это подрывает основу там торговли, производства сельхозпродукции и так далее. Поэтому паи выкупаются очень активно. И дальше нужно было только одну вещь делать. Нужно было убрать православие, да, как некоторый стержень. Вот мы видим сегодня, да, вот сегодня, в день, так сказать, Рождества Христова, Зеленский лишил гражданства украинского 13 православных священников. Вот как бы, вот это вот линия. Да? Другое дело, что эта линия была подорвана специальной военной операцией. Разумеется, соответствующие силы приложили много усилий, чтобы она быстро не закончилась, в расчете на то, что Россия отступит, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мы пока эту тему дальше развивать не будем, потому что там есть свои тонкости. Дело в том, что существует пророчество старцев о том, что как только захватят Киево-Печерскую лавру еретики, то, соответственно, через полгода произойдет слом вот этого вот всего. Значит, это произошло вчера.
Да, значит, вчера было 6 января, значит, ждем 6 июля. Вот, значит, к 6 июлю, там, ну, хорошо, к 14, да, ко дню взятия Бастилии. Вот, что-то должно произойти. Вот вся картинка. Знаете, я, конечно, как бы не верю во все эти мистические откровения. Но, как показывает опыт, слишком часто они попадают, чтобы уж так вот это игнорировать. Постоянно твердят об этом, как и в случае с украинцами. Я не знаю, что не так с этими людьми, которые преданно служат идеям нацизма в Украине. Но они тренировались турецкими серыми волками, а созданы в основном израильской IDF и Моссадом. Украинские нацисты финансируются олигархами. Коломойским, который привел к власти Зеленского. Зеленский, по моему мнению, это вообще президент Кракен. Нацистская организация была целиком создана теми же людьми, которые организовывали режим апартеида Израиля. Если вы рассмотрите причины, почему США и НАТО воюют сейчас против России, то увидите, что это мировая война. Это происходит потому, что Нижняя Хазария, а именно Израиль, сейчас воюет с Россией. Они хотят разрушить Россию, убить всех украинцев, а затем втянуть американцев и немцев. Эта война показала, как много сейчас нацистов на Украине, которые по-прежнему вовлечены в войну. Несчастные украинцы ничего не могут сделать с этим. А в нормальных условиях они могли бы воссоединиться с Россией. Они хотя бы заслужили, чтобы их оставили в покое. Простых людей сейчас хватают на улицах и отправляют на фронт. Россия должна как-то выйти из этого, потому что Россия единственная неподдельно христианская страна на планете. Я знаю семьи, разделенные братья и сестры, там Украина, здесь Россия, которые теперь по телефону даже не общаются, потому что там на Украине их ненавидят. Притом ненавидят уже давно. Хотя это родные братья и сестры. Понимаете? То есть это что должно было... Ненависть началась еще до военных действий. Ну да, это тлело все, это все готовилось, но... А мы просто поверить не могли, что такое может быть, когда это между братьями и сестрами. Поверить не могли. Никто не верил. Ну как же они так? Перешли черту. Когда они уже начали угрожать атомным оружием, это что мы последнее. можем... Это уже было последнее. Я думал, все. Притом уже никто практически не скрывает, что он там было готово. Да. Нет, не то, что готово. Вот я, например, верю военному эксперту Артамонову. Да? Угу. Он в деталях рассказал, кто участвовали в этом деле, почему приходилось там в Гостомеле больше месяца находиться отряду спецназначения. Пока вывезут. Пока вывезут, да. Я даже больше скажу, извините, я говорил с участниками событий, которые лично там воевали, и когда колонна шла, пробивалась к этому спецназу, к этим десантникам, колонна пробивалась, это же надо взять и вывести. Эта колонна была встречена недалеко от Гостомеля, в нескольких километрах, не кем-нибудь, а английским профессиональным спецназом. Это были профессионалы, это были не солдатики, а это были английские спецназы. То есть всем понятно, ради чего там их держали. Оказывается, сделали это в цехах в Черновце, перевезли, на расстоянии 500 километров в Гостомеле. Гостомель же там 20-25 километров от Киева, да? Да, все рядом. Вот, все рядом. И там же 5 километров это Буча, вот, как говорится, через улицу, да? Помимо Курска были и еще, так сказать, вот на Кубани
объекты, которые хотели, значит, я вам больше скажу, исходя из того, что разбомбить. Мы с вами вот сейчас говорили о психологии человека, да, исходя из этой же психологии человека, когда вначале они ВСУ начали обстреливать Запорожскую атомную станцию, то многие говорили, да они в сторону стреляют, потому что они знают последствия, ничего не будет, не бойтесь. И никто поверить не мог, что они будут стрелять еще долго и тщательно и основательно. А я сказал сразу, ребята, те, кто им дал приказ, тем, кто дает приказ, их не волнует, куда пойдет облако радиоактивное. Потому что у них давно счета. Не этой несчастной Украине. Да. У них давно счета очень далеко. Но не будут они там премьер-министрами или президентами. Но будут жить в своих замечательных яхтах, замечательных там островах. К какой цели стремится киевский режим, четко сформулировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов. 2 декабря он заявил, что Россию теперь, прямая цитата, нужно уничтожить, чтобы она перестала существовать как страна, сказал Данилов, видимо, после приятно проведенных часов в обществе Зеленского. Мне кажется, что-то у них на двоих там было. Но если вы этого не сделали, вас ждет Дейтон, Дейтонские соглашения. Украина будет разделена. Вот так вот. Вместо победы, которую мы сейчас ожидаем, чтобы Россия развалилась, а мы заняли центральную позицию в нашем регионе, вместо этого, если мы не победим коррупцию, которая есть в госаппарате. Вот так вот. Вместо победы, которую мы сейчас ожидаем, чтобы Россия развалилась, а мы заняли центральную позицию в нашем регионе, вместо этого... Я більш чим переконаний, що загроза ядерного удару постане. Ми його відчуємо. Тактического ти маєш в виду? Да. Ми його відчуємо. Світ вжахнеться від такої перспективи. Тому що потрібно оце відчуття екзистенційного жаху. І світопорядок, який ґрунтувався на неможливості застосування тактичної ядерної зброї, він фактично обнулиться. Дмитрий Гордон – человек, который очень тонко настроен на подслушать, подглядеть, о чем говорят на властных кухнях. То есть это человек, который очень тонко ловит настроение людей в определенный момент. Он, по сути, озвучил то, о чем сейчас говорит политическая элита. Это очень хороший сигнал. Но... Как вы хотите, чтобы я реагировал на большинство населения России? Уроды? За то, что допустили это, за то, что молчат, за то, что поддерживают. Уроды. Проклинаю их за это. Потому что моя страна несет огромные потери. Моя страна сегодня в эпицентре разрушительной войны. С началом войны миграция населения Украины, как внутренняя, так и за границу, приобрела огромные масштабы. При этом многие граждане временно осели в других регионах страны и даже получили статус временно перемещенных лиц, что затрудняет поиск граждан в случае необходимости. В частности, такая потребность – общая мобилизация. Власть государственная и военная должна знать, какой мобилизационный ресурс есть в Украине. Ведь западные партнеры настраивают украинцев на длительную войну, а значит призыва будут подлежать еще очень и очень многие граждане Украины. Факельное шествие в память о Степане Бандере. Около 2000 человек 1 января прошли колонной по центру Киева, чтобы отметить. Степан Бандера был одним из главных идеологов украинской национальной идентичности. Он боролся с полонизацией украинских земель и советской властью в Западной Украине. Во время Второй мировой войны его заточили в концлагере Заксенхаузен. А убит он был агентом КГБ в Мюнхене в 1959 году. Это человек, который фактически всю свою жизнь положил во имя борьбы за Украину, боролся как мог. Россия искала способы его уничтожить и сделала это, когда он был уже не в Украине.
Это был враг России, поэтому мы должны его отстаивать как можем в это страшное время войны. Это был враг России, поэтому мы должны его отстаивать как можем в это страшное время войны. Таковы факты, тем более страшные и ужасающие, что Зеленский реабилитировал и Бандеру, и Шухевича, и Мельника, и участников Волынской резни, и участников Львовской резни, тех, кто вырезал во Львове в 1941 году тысячи евреев, не менее 10 тысяч. Тех, кто повинны в гибели около миллиона украинских евреев. Но, тем не менее, Израиль поставлял и поставляет военную помощь Зеленскому, закрывая глазами на совершенно озверелый антисемитизм украинской идеологии. Это совершенно непонятные вещи. А план Хазарский, он же что? Создание новой Хазарии, под брюшком теплом России, за счет России, земли прекрасные, экологичные, плюс контролируется путь китайского шелкового там проходит через Украину, север-юг там рядом, то есть ты все контролируешь, и военное обеспечение тоже России. То есть США надо разорвать Россию, а хазарскому проекту надо, чтобы только забрать Хазарию и обеспечивала Россия ее. А вот теперь смотри, во-первых, пресловутый коридор север-юг тоже контролировался Хазарией, потому что как Киев был северным форпостом Хазарии, до тех пор, пока его в IX веке не захватили русские князья. А дальше самое интересное. Но это Киев, это северный форпост Хазарии, а восточный форпост Хазарии – это Астрахань. Это Волги, то есть коридор, который с севера на юг. Это река, река. Да, контролировала в нижнее течение Волги, контролировала Хазария. Это еще не все. Собственно, столица Хазарии Итиль была на Волге. Не на Северном Кавказе, а на Волге. Ну, один из вариантов, да, тут много. Это еще не все. В Хазарии идея богатая. Но дело в том, что на первом этапе они не хотят лезть на Северный Кавказ и на Волгу. Чревато. Поэтому вот они пока хотели вот только с украинской частью, насколько я понимаю. А дальше там уже как жизнь сложится. Что касается Европы, да, опять есть Лондон, есть Ватикан. Когда вы говорите о том, что турецкое посольство, не забудем, что во многом турки контролируются Лондоном. То есть в Турции очень сильное пролондонское лобби. А у Лондона тоже могут быть свои интересы в появлении вот этой самой Хазарии. Но тут надо сказать, кем был правитель Турции Ататюрк. Так вот, Ататюрк принадлежал к секте мусульман-событянцев, греческой секте. То есть он был потомственным каббалистом. Вот такой был Ататюрк. Поэтому он по договоренности с Ротшильдом, передал ему там за какие-то небольшие деньги палестинские территории. Вот так евреи стали переселяться в Палестину. Вот по проекту Ротшильда, который, кстати, плохо соответствовал проекту сионистов. Возникали большие противоречия между Ротшильдом и сионистов. Сионисты послали к Ротшильду делегацию, говорить, что там плохие порядки в Палестине Ротшильд устанавливает. Но тот их выставил и сказал, что это моя земля, что хочу, то и делаю. Каким был болезненным выход Британии из ЕС? Почему, несмотря на все эти факты, все равно принимаются к сведению подобные советы, которые исходят с Даунинг-стрит и других британских официальных структур? И при этом бурно развивается капитализм. И вот сложился замес из финансистов венецианских и в том числе еврейских, из
элиты, которая только что выбилась из низов, из королей, которые очень неуютно себя чувствовали. Вот. И и бурное развитие капитализма, потому что нет феодальных ограничений, знаменитое огораживание, тоже ведь на самом деле пиар. А Англия лежала в руинах еще в начале 16 века, земли было больше, чем людей. В Европе вот среди купцов господствовали два клана – венецианский и генуэзский. Генуэзцы были в основном сефардского происхождения, а венецианские купцы – хазарского происхождения. Не путать с ашкеназами, да? Хазары, то есть выходцы из Ближнего Востока. То есть они не переселялись через Карфаген в Испанию. Если рассматривать гербы городов по Волжье, то оказывается, что многие гербы это изображают колено Израиля. То есть иудеи захватывали финансовую власть, хотя формально они становились мусульманами. Вот такая картина. Рассмотрим для начала флаг колена Израилева, флаг Рувима или Реувена, на котором изображены три волны. В другой интерпретации символ Рувима – это символ человека, мужчины, ангела. Небольшое уточнение. Если на любом гербе размещен стоящий мужчина, держащий что-либо в руках, и тем более с крыльями, то обладатель герба имеет отношение к колену Израилева Рувима. Это так, для справки. На каком гербе изображен мужчина-ангел, то есть мужчина с крыльями? Правильно, это герб Киева. На нем изображен архангел Михаил. Герб с архангелом Михаилом известен с начала XII века как династический герб всех киевских князей. Мы все умные мальчики и девочки, все имеют возможность сейчас через оцифрованные материалы порыться в архивах. Вы что, не помните, кто кому присягал? Вы что, не помните клятву и присягу Гитлеру со стороны СС Галичина? И у меня вообще вопрос. Давайте от названия. СС Галичина. Галичина это что, 24 региона Украины? Я что-то как-то вот упустила. Это всего 3 региона. Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский. Какое отношение вообще имеют к Киевщине, к Крыму, к Донеччине? Что это за навязывание культуры и исторических каких-то параллелей из регионов, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходило в Крыму, в Киеве, в Житомире? СС Галичина? Так пусть чтят своих героев там на Галичине. Нечего мне навязывать здесь, в Киеве, ваши порядки. Идея, дорогая, милая сердцу Бандеры, можно убивать детей, мучить сотни тысяч человек, убивать их. Поэтому сейчас, какие бы ни предлагались варианты перемирия, переговоров, на сегодняшний день есть одна маленькая деталь. Их предлагает Запад. Причем он ищет для себя удобный формат окончания всей этой войны, окончания этого конфликта в таком формате, в котором можно было бы приписать победу себе. То есть любая форма переговоров, любая форма перемирия, там, так называемого, их устраивает, если можно легко в смысловом отношении сказать, что Россия проиграла. В то время как Россию не устраивает никакое перемирие, никакие договора, переговоры, если Россия не побеждает. Украинцы смотрят еще в одном направлении – в сторону Ватикана. По мнению многих, это мировая столица мирной жизни. Но на украинский стук отвечает оглушительная тишина. За исключением греко-католического меньшинства, большинство украинцев придерживаются православия и, следовательно, не подчиняются римско-католическому папе. Кто активнейшим образом в конце 80-х, начале 90-х годов отбирал православные церкви на Украине, избивал православных священников, православных мирян? Кто водворялся с унией? Католические патеры и прелаты. Кто активнее всех действовал на Майдане 2004 и 2014 года? Униатские и католические священники. Совершенно верно. Именно они агитировали против Януковича не за то, что он был коррупционером,
а за то, что он не хотел входить в Евросоюз. Кто главный выгодополучатель? Папа Римский и католический мир в целом. Начиная с 1596 года, с Брестской унии, кто раскалывал русский мир, русское сознание? Папа. Католицизм. Кто создавал униатство на территориях Австро-Венгерской империи, начиная с 18 века? Католические прелаты. Кто благословлял казни русофилов и страшные лагеря Талергоф и Терезин? Католические патеры и прелаты. Немножко отойдя в сторону, кто уничтожал православных сербов во время Усташского геноцида? Францисканские монахи и католические священники. И кто благостно на это смотрел и помаргивал, и не верил душераздирающим вестям об убийствах сотен тысяч сербов? Ватикан во времена Пия XII. Пий XII истерил по поводу коммунистов и коммунистических репрессий. А уничтожение миллиона православных сербов он как-то не заметил. Начинается антиутопия банкиров. И это вдвойне знаменует нынешнее время, когда банки рулят очень и очень многим. И банкиры, взяв на себя обязанность рулить миром, которым никто не предоставлял, и никто не давал, и никто не хотел их допускать. Нам всем сейчас нужно делать больше. Кроме того, мы пришли к выводу, что оказанная до сих пор Украине помощь истощила наши собственные запасы. Мы больше не можем продолжать это делать таким образом. Нам нужно наращивать производство. Теперь мы взаимодействуем напрямую с промышленностью, чтобы пополнить наши запасы боеприпасов и техники. Тогда мы сможем одновременно поддерживать на должном уровне собственную безопасность и в то же время продолжать оказывать поддержку Украине. Проект Новой Хазарии не получился, но он стал продвигаться уже после смерти Сталина. Вот когда опять к власти стали приходить троцкисты. При Хрущеве и при Брежневе. А планы на Крым и Украину остались. Вот, а в 1954 году произошла передача Крыма из Российской Федерации Украине. Это сделал Хрущев, и на то была резкая причина, чтобы уже не выполнялись те договоренности, которые были достигнуты с Рузвельтом. А Рузвельт был видным деятелем сыновей Завета, кстати. Вот он получил наследство. Крымскую проблему, еще даже Ленин. Был такой член правительства, заместитель председателя УРЯ, и он там начал бегать с этой идеей, чтобы в Крыму сделать еврейскую республику. То, что мы сейчас услышим, особые финансовые отношения Соединенных Штатов с Лениным, затем со Сталиным, это, конечно, абсолютная сенсация. Напомню, что Михаил Полторанин в 1992 году возглавлял Государственную комиссию по рассекречиванию архивов КГБ СССР в ранге первого вице-премьера правительства. Все, о чем он говорит сегодня, впервые говорит, основано на документах, сохранившихся в архиве. Еврейскую республику в Крыму. Да, то есть тогда здесь не было ни Биробиджана, еврейской автономии? Нет, не было ни Биробиджана, ничего. Ни Израиля? А ему подкинул эту идею Розенберг из Джойнта. Из Джойнта? Из Америки. И в 1922 же году образовался Агроджойнт в Симферополе. И стали переселять туда евреев. Стали создавать там еврейских колхозов. 186 колхозов создали. То есть евреев-крестьян из местечек? Нет, это из Беларуси, из Украины, из Болгарии, отовсюду ехали евреи. И тогда, вот в 23 году, Джойнт организовал выставку в Москве, сельхозоборудование там разное и так далее. Вот что будет в Крыму, если поможете евреям обосноваться. И Ленин даже больной съездил на эту выставку и дал добро. Советское правительство получало от Джойнта ежегодно $900 тысяч
под 5% в течение 10 лет. А за что? Выпустили государственные облигации акций. А за что платили? За землю. Такие деньги. Это крымская земля. Крымская земля. Разделенная на паи. На паи 200 человек. В обмен на деньги. Рузвельт получил, Элеонора Рузвельт. Личную собственность? Гувер получил. Гувер, паи на крымскую землю? Да, Гувер получил, теперь Маршал получил. Это Ялта, Симферополь, весь Крым? Это несколько миллионов гектаров. Ну, весь Крым, кроме... Видите, если Аляску царь продал за сколько? За миллион, по-моему, даже меньше. То здесь просто брали кредит советское правительство у американцев, у этой организации. Да, у Джойнта. Вот. В обмен на землю, на векселя. Я получаю акцию, что вот это моя земля. В каком смысле Израиль? Евреи должны были получить эти земли. Первоначально Израиль планировался американцами в Крыму. И если мы до 1954 года не выплачиваем этот долг, то отдаем Крым. То отдаем землю. Американцам. Американцам. Вот Сталин похерил эту идею. В 1934 году он взял и создал Биробиджан. Потому что поднялись волнения в Крыму. Татары, туда приходили поезда в Симферополь разгружаться с евреями. Они эти составы возвращали назад. Они начали громить еврейские семьи. Вот. И Сталин сказал, что мы не можем разжигать пламя. Но деньги Америки он не вернул. А он еще не должен был вернуть. Только 1945 года должны были начать возвращать деньги эти. То есть векселя остались у американцев? Да, векселя остались у американцев. Все идет по-прежнему. Это все документы с недоопределенной степенью точности. Я не видел этих документов. Их никто не видел. Они это первое. Секретно, хотя нет грифа совершенно секретно. Нет, я не видел это. Я на месте Бабултаранина написал книгу. Это очень интересно, то, что он говорит. В 1943 году Сталин жаловался Иосифу Брос Тито, это как раз есть свидетельство, а при этой встрече был Джилас, он записал это. Он сказал, что в Тегеране Рузвельт мне сказал, что я не могу уже продолжать поставки вам по Ленд-Лизу. Еврейское лобби очень сильно в Америке, и они требуют с меня предложения проекта Крымской Калифорнии. Мы не можем открыть второй фронт, если вы не примете сейчас решение какое-то по Крыму. И Сталин дал указание готовить депортацию крымских татар. Это финансовые олигархи Америки, им нужен был Крым. А потом, уже в 1945 году, вот письмо сугубо конфиденциально министру торговли США Гарри Манну. И он в ноябре должен был приехать к Сталину и решить вопрос по Калифорнии. Дорогой Авере, президент Трумэн одобряет ваши планы. Он добавил к ним следующее. Существование на территории Крыма базы Советского Черноморского флота и Еврейской Республики несовместимы. Крым должен стать демилитаризованной зоной. Дайте знать Сталину, что он должен быть готов к тому, чтобы перебазировать флот из Севастополя. И отдать Крым уже не как Советскую Республику, а Крымская Калифорния – это еврейское государство, независимое. Туда входит Крым весь, Сочи до границы Абхазии, плюс Херсонская область, плюс Одесская область. То есть создать Израиль не в Палестине, а... Да. И когда Сталин стал спорить, что был конгресс в Базеле еще в 1897 году, и на нем было принято решение, что евреи бездомные, дома нет своего, и тогда приняли решение в Палестине создать еврейское государство. Англичане против. Англичане захватили тогда Палестину, как ты помнишь, во время войны. И тогда Сталин дал команду через Болгарию, вот уже 1946 год, снабжали евреев, которые воевали за Палестину, воевали против арабов, да? И против англичан, кстати. Стрелковым оружием, десятки тысяч автоматов, пулеметов, гаубиц. То есть пусть Израиль будет в Палестине, да, но пусть только не в Палестине. Крыму. Мы помогли. Сталин стал потирать руки, что вроде все закончилось. Но остались векселя. Мы же не гасили, еще время не подошло. И чем закончилось? А когда стало время подходить, 1953 год, это вот то, что Хрущев отдал Украине, Крым, это ведь была домашняя заготовка Сталина. Все векселя подписаны. Правительство России, да. Правительством РСФСР. И юридически как бы утерли нос. У них, несмотря на то, что они получили Палестину, у них эта идея Крымской Калифорнии осталась. И она свербила. И когда приехала Голда Меир послом Израиля к нам, в Москву сюда, за 2 недели они организовали 2 митинга. Каждый насчитывал до 50 тысяч человек, представляешь?
Это были люди из Питера, из Москвы, даже из Сибири приезжали. Они же, кстати, когда хотели создать независимое государство, то они рекомендовали главой Михайлса этого государства. Когда со Сталиным разговаривал Рузвельт, а Сталин сказал, поставим туда Кагановича. Но они, тем не менее, наставили на Михайлса. И вот когда они организовали эти митинги, выполнить обещания перед Америкой, отдать Крым, и вот тогда созрела идея, именно эту пятую колонну, как ее называли они. И в 1953 году, летом, должны были их направить на Новую Землю. Новую Землю. Красную площадь выходит оркестр армии обороны Израиля. Израиль многоликий, священная земля, неповторим, необъясним словами. Цветки анимона, красная заря над вечно голубыми небесами. Музыкальный руководитель и главный дирижер майор Ноам Инбар. На трибуне для почетных гостей сегодня присутствует чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации господин Цви Хейфец и его супруга Сигалия Хейфец. Единственный военный духовой оркестр в стране. Образован он был в 1948 году вместе с созданием государства Израиль и его вооруженных сил.